Добрейшего всем времени суток, друзья! Довольно много всего нового произошло с недавним обновлением Kingdom Rush Battles, о чем я хотел бы рассказать в сегодняшнем видео. Новости интересные, поэтому обязательно смотри видео до конца и не забудь подписаться на канал, если все еще этого не сделал. Кто-то скажет, что я чутка припоздал с разбором последней обновы. Были причины: более глобальный проект, а именно полное прохождение основной кампании первой части игры Kingdom Rush без использования башенок. Видео есть на канале, кто желает глянуть, ссылочка будет в описании под этим видео. Так вот, возвращаемся к сегодняшней теме. И первое, о чем хотел бы сказать, в игру наконец-таки добавили дружеские бои, чему я лично очень рад. И на самом деле это действительно необходимая составляющая для дальнейшего развития самой игры и увеличения ее аудитории. Данный режим становится доступным для игроков, начиная с 5-й арены и выше, поэтому не обязательно проходить весь путь до стадиона, чтобы наконец-таки показать свое мастерство другу. А если таковых рядом нет, всегда можешь подписаться на мой ТГ канал, ссылочка будет в описании. Переходи в чат, там народ постоянно ищет себе спарринг партнера для сражений. Так вот, ты можешь как создавать игровое событие, так и подключаться к нему при помощи ранее сгенерированного специального кода, предварительно собрав свою игровую колоду. Единственное, выбор карты недоступен. Это происходит рандомно в момент начала битвы. Режим еще хорош тем, что таким способом можно проверить свою колоду в реальном бою, без потери актива в виде кубков или медалей. Независимо от результатов сражения, в дружеских битвах прогресс никак не меняется. Призы за такие битвы не выдаются. По крайней мере, в 99,9% это именно так и работает. И да, я видел 0,1%, когда у соперников в дружеской битве сняли 30 медалей за поражение. Что сказать, не повезло чуваку. Еще один интересный момент: эмоции теперь можно использовать не только во время битвы, но и на экране победы и поражения. Поэтому, если не успели пожелать удачи сопернику в пылу сражения, это можно сделать после. Следующее, о чем стоит вкратце упомянуть, были проведены изменения в балансе и исправлены некоторые ошибки. Способность Теслы Гром теперь также наносит урон героям-драконам и делает это на 5% больнее, чем раньше. Цена батлмехи на каждом уровне прокачки уменьшена, а максимальная атака каждого уровня немного снижена. Дальность действия механической мощи увеличена. Стоимость способности оса также снижена, в том числе и время перезарядки данного навыка с 17 до 15 секунд. При этом на 18% уменьшен и сам урон от ракеты. К тому же снижена стоимость утилизации отходов, как и время восстановления самой способности с 24 секунд до 20. Пытались понерфить мушкетеров, но этой башне все нипочем, и она продолжает быть одной из лучших на сегодняшний день. Стоимость выстрелов снайпера увеличена, как и время перезарядки. При этом шанс мгновенного убийства уменьшен с 10% до 7%. Совсем немного увеличили стоимость способности архимага отправлять на сторону соперника мобов, а вот время восстановления уменьшили аж на целую 1 секунду. Не забыли и про героев. Айскальду и Ашбайту доработали прицел и практически убрали слепую зону, но при этом увеличили время восстановления навыка Айскальда Ледяной Шторм и уменьшили его длительность до 3 секунд. Боятся походу разрабы Короля Севера, постоянно его пытаются ослабить. Как и Ледяную Королеву Элору, которой вернули время возрождения в 15 секунд и уменьшили на 15% урон от замороженной тропы и на 5% урон от дальнего боя. Но при этом данная героиня продолжает оставаться одной из самых смертоносных героев Зала Славы. Ну а теперь к сладенькому. В качестве нового баннера игрового события была добавлена легендарная карта Испепеляющий камень, что меня лично очень расстроило. Я не являюсь фанатом данной башни, почти никогда не использовал ее в Эдженсе и Альянсе и точно не буду ставить ее в колоду в КРБ, только для подготовки подобного рода видео. Башня безумно сильная и в большинстве каток ломает баланс в ноль. И да, я сейчас именно про Kingdom Rush Battles. Как по мне, игре на сегодня больше не хватает еще одной казармы по типу ассасинов из Фронтирс, или же стрелковой башни типа форта арбалетчиков.
Вот почему не добавить какую-либо из этих башен? Нет. Надо было послушать мнение игрового сообщества и добавить ядерную бомбу в игру. И я сейчас не ставлю в пример игроков, которые начинают свою защиту с постройки Blazing Gem, а то и двух сразу. Такой игрок скорее всего скажет, что башня говно и нуждается в усилении. Более скилловый игрок сперва построит несколько базовых башен для сдерживания мобов, которые, к слову, нынче довольно хиленькие, поэтому почти каждая катка заканчивается босс-файтом, при этом собирая монетки на более поздние волны. И вот тогда ставит испепеляющий камень, сразу качая на максималку и в дальнейшем покупая обе способности. Именно в этот момент начинается настоящий жесткач. Как и любая другая легендарная карта, испепеляющий камень имеет две постоянных пассивных способности, а именно магическая сила, увеличивающая на 5% урон всех магических башен, и фокус маны на 2%, сокращая время восстановления всех заклинаний. К тому же камень имеет постоянно активный навык, который позволяет башне взрывать врага в момент его смерти, при этом нанося огромный урон и другим мобам, находящимся поблизости. Размер урона меняется в зависимости от уровня прокачки башни. Но и это еще не все. Испепеляющий камень имеет саботажную способность, которая каждые 34 секунды выпускает смертоносный луч, наносящий огромный урон, и имеет 12% шанс мгновенно уничтожить любого юнита, в том числе героя на стороне противника. А я напомню, мушкетерам этот процент сократили до 7%. Как вам такой расклад? И это пока только пассивные и постоянно работающие навыки. Ну а теперь непосредственно к обилкам башни. Первая способность — камень удвоения, позволяющая башне одновременно поражать сразу две цели, постепенно увеличивая общий урон до критической массы, взрывая даже довольно мощного жирного врага. Но и это цветочки по сравнению со способностью древний чародей. За каких-то жалких 180 монет каждые 33 секунды вы сможете призывать на сторону соперника могущественного таинственного мага. Этот рогатый дьяволенок имеет почти 11к здоровья при 95% магической броне, довольно высокую скорость атаки и передвижения, нанося чистый урон по типу Магнуса. И только ты решишь, что завалил колдуна, как он принимает вторую неподвижную форму, восстанавливая себе практически полностью здоровье, сохраняя 45% магическую броню и давая сопротивление магии всем своим союзникам поблизости. При этом в данной форме на него не действуют заклинания полиморф и саботаж, а также ряд навыков башен, в том числе магический смерч архимага и его способность телепортации. Ничего так слабая башенка, но на самом деле при хорошем микроконтроле и сильной колоде испепеляющему камню можно противостоять, особенно когда играешь против мощного соперника. Хорошо в этом помогут ледяной друид или буровая платформа со своей способностью саботировать башни соперника. Также необходим баланс башен на нанесение физического и магического урона. Казармы в комбинации со стрелками и магической башней. Обязательная составляющая боевая единица — это архимаг. Лучшая, как по мне, контра испепеляющему камню почти на всех картах. Подводя итоги, могу сказать, что башня довольно мощная, и скорее всего все чаще и чаще будут выпадать соперники, именно играющие камнем, и к этому надо быть готовым. Но это не страшно, если заранее готова хорошая колода, возможно даже построенная на моих скромных рекомендациях. А на этом я с вами прощаюсь, берегите себя и да пребудет с вами сила. Всех обнял!